В 1972 году Джо Байден был впервые избран в Сенат США от штата Делавэр. На момент избрания ему было 29 лет. Минимального для сенаторов 30-летнего возраста он достиг незадолго до инаугурации. С 1973 по 1979 год он являлся самым молодым сенатором США. В первые годы своего пребывания в Сенате Байден сосредоточил свое внимание на защите потребителей и проблемах окружающей среды и призывал к большей подотчетности правительства. Байден также занимался вопросами контроля над вооружениями. После того, как Конгресс не смог ратифицировать договор АСВ-2, подписанный в 1979 году советским генеральным секретарем Леонидом Брежневым и президентом Джимми Картером, Байден встретился с советским министром иностранных дел Андреем Громыко, чтобы сообщить об обеспокоенности Америки и добиться изменений, которые ответили на возражения Сенатского комитета по международным отношениям. В 1979 и 1986 годах Байден дважды посетил Москву по приглашению советского руководства, был принят Алексеем Косыгиным и Андреем Громыко, обсуждал проблематику разоружения. Байден сообщил об обеспокоенности Америки и добиться изменений, которые ответили на возражения Сенатского комитета по международным отношениям. Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам Сената США Джозефа Байдена, находящегося в Москве по приглашению Верховного Совета СССР. Беседа была посвящена в основном предстоящей ратификации Советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас главная задача, сказал товарищ Громыко, ратифицировать подписанный договор. Советское руководство исходит из того, что и американская сторона будет действовать в этом направлении с полным осознанием своей высокой ответственности.